Добрый день, вы находитесь на канале Татьяна Мин «Красота Таро». И это расклад для стрельцов на июль 2023 года. Что ждет стрельцов в июле? Я беру 6 карт, потому что это соответствует 6 осям зодиакального астрологического круга и рассматривает все стороны жизни человека. Итак, что ждет стрельцов в июле? Первая карта, которая о партнерских отношениях. Король Пентаклей. Это отличная карта. Она говорит о том, что ваш партнер заставляет себя чувствовать себя очень ценным человеком. И неважно, кто вы, мужчина или женщина, это расклад для всех. Здесь очень важно понимать, что партнерство и человек, который рядом с нами находится, это самый главный ресурс, который у нас есть. И вот именно так вы будете думать в июле. Конечно, здесь всегда, между прочим, всегда в гороскопе, когда сходятся люди, у них синастрия, да, это соединение планет в гороскопе мужчины и женщины, да, пары. Обычно всегда есть какие-то соединения планет, либо доброжелательные аспекты между планетами, между Венерой, Солнцем, Венерой и Луной. И это всегда благосостояние в паре, это всегда приносит материальный достаток в паре. Очень часто, когда хорошие партнерские отношения, материальная база, дом, какие-то ресурсы любые, да, дети и так далее, какая-то семейная какая-то поддержка всегда возрастает, когда у вас в паре есть благоприятное соединение с Венерой. Это прекрасные отношения. И вот именно такие прекрасные отношения, которые делают вас ценным человеком, да, которые заставляют вас понять, что значит быть в действительно важных партнерских отношениях, насколько они ценны, да, и как непросто построить вот эти все партнерские отношения. Вот именно так вы будете как-то чувствовать себя в июле. Это очень важная карта, и король Пентаклей здесь означает, что вы не просто можете встретить кого-то, да, а это может быть ваш будущий муж, или вы сами, как мужчина, будете уже выбирать себе партнершу и предлагать ей те ценности, которые у вас есть. То есть вы будете думать о доме, о работе, о том, как вы будете обеспечивать свою семью. То есть у вас будут очень взаимосвязаны партнерские отношения с материальными ценностями, которые вы хотите принести в эти партнерские отношения. Прекрасная карта, но сейчас мы еще будем открывать другие карты, чтобы поточнее сказать, что здесь может быть. Жезлы выходят в секторе финансов, да, и вот этот финансовый сектор здесь говорит о том, что вы пытаетесь, может быть, избежать каких-то расходов. Может быть, это какие-то долги, может быть, это люди, может быть, это какие-то статьи расходов, да, которые слишком много уносят ваших денег, ваших каких-то средств. Даже не исключаю, что у вас могут быть какие-то финансовые потери из-за прошлых каких-то ваших неправильных трат, да, или уж так получилось. И вот здесь это очень возможно. То есть, с одной стороны, это король Пентаклей, который говорит о благоприятном финансовом отношении, если вы как-то с партнером, а с другой стороны, это может подрывать. Здесь что может быть? Сейчас мы еще, конечно, все карты откроем, потому что так рано делать такой конкретный вывод, но я думаю, что здесь может подорваться ваше финансовое доверие в паре. Если у вас есть партнер, муж или жена, вы можете почему-то чувствовать, что вы, например, хотите внести свой вклад, да, какой-то материальный, но при этом вы почему-то хотите, может быть, в какой-то степени оборониться от каких-то растратов. И это может быть как из-за вашего партнера, но это могут быть еще и другие люди, не обязательно партнеры. Ведь король Пентаклей здесь может еще и быть каким-то человеком, который с вами делает бизнес, да, с которыми у вас заключены какие-то договорные отношения. Может быть, процент, да, от ваших доходов, либо какие-то любые ваши доходы, на которые позарились и другие люди. Да. Вы видите, здесь человек палкой отгоняет вот этих крокодилов. То есть, возможно, вы захотите убрать каких-то лишних людей, которые мешают вам продвигаться дальше в финансовой сфере. Также эти карты, они связаны с интимными отношениями, но об этом мы еще поговорим. Карта подвешенной в третьем секторе. Ну, подвешенный это какая-то... Ой, простите, это не подвешенный, это отшельник. И здесь вы как будто бы ищете какого-то круга общения определенного, какой-то, может быть, информации, какие-то документы. Вы, может быть, ищете, куда вам переехать, отправиться жить. То есть это поиски новых мест, новой информации, новых друзей даже, новых каких-то связей, я бы вот так сказала. Но такое впечатление, что эта карта, да, у нее уже есть определенный смысл. И это в том, что не надо, возможно, искать так далеко, что, возможно, вам стоит оглянуться, посмотреть, скажем так, по соседству, прям в прямом смысле по соседству, где-то рядом с вами может быть то, что вам нужно. Может быть, вам стоит обратиться
к близкому окружению, не обязательно, что дальнему. Ну, а так вообще какие-то поиски по этой карте, конечно, благоприятные. Это старший аркан все-таки отшельник. И если вы чувствуете, что вам недостаточно каких-то знаний, то, конечно, это благоприятно получить именно в июле будет. Ну, а так на более бытовом уровне, может быть, вам будет казаться, что люди, которые вас окружают, вас недостаточно понимают, что они все какие-то слишком приземленные, а у вас есть какие-то более далеко идущие цели, вы как бы уже более осознанно двигаетесь, да, на вашем пути. Вот так вот вам может казаться именно в июле. Либо вам будет, ну, просто недостаточно вот того, что у вас есть, может быть, той жизни. Вы, стрельцы, любите путешествовать, может быть, вам захочется отправиться куда-то в другое место, вообще переехать даже по этой карте. Вы можете начать задумываться о переезде. Либо, если вы уже, допустим, переехали, то вы можете чувствовать себя несколько как отшельник на новом месте. И в душе вы можете все еще искать каких-то, ну, как бы сказать, каких-то новых знаний, нового общения, да, новых мест. Ну, вот такое несколько уединенное, что ли, у вас будет общение. По этой карте я не вижу, что у вас будет много общения, много людей вокруг вас. Может быть, вы хотели с кем-то встретиться, но не получается. То есть будьте вообще осторожны с той информацией, которую вы получаете, как будто бы здесь что-то еще нужно прояснять. Тройка жезлов выходит в секторе карьеры, работы, ну и в том числе вашей повседневной жизни. Здесь у нас уже выпадали жезлы, да, это вот как раз две карты. Если говорить про работу, то здесь такое двояко. С одной стороны, вам нужно наконец-то убрать какие-то расходы, либо каких-то людей, которые присосались к вам и тянут с вас деньги, да. С другой стороны, есть люди, которые наоборот пытаются вам помочь, да, вот также вот этот король Пентаклей, может, он как раз сюда относится, он пытается вам как-то помочь, подсказать что-то, помогает вам всегда деньгами, а вы опять и опять тратите деньги. И, может быть, как раз в июле вы уже осознаете, что, ну, все вам не нужно больше, там, я не знаю, что это может быть, платить за что-то, может, какой-то кредит вы платите, не можете с ним расквитаться, с этим кредитом, то тогда у вас будут ресурсы наконец-то выплатить эти суммы, и у вас улучшится. Может быть, это вообще не связано с выплатами, а с работой, которая у вас есть. На работе у вас есть какие-то люди, которые, ну, как-то присваивают ваши деньги, и из-за этого у вас нет продвижения. Но здесь тогда по тройке Пентаклей тоже вы сможете заключить какой-то интересный союз, кто-то, может быть, вам подскажет или просто поможет, и вы как-то продвинетесь дальше в своих рабочих делах. Четверка мечей выходит в секторе, еще одном социальном секторе, друзей, да, каких-то творческих дел. И здесь опять вы как будто бы чувствуете себя как в клетке. Здесь у нас уже выходил отшельник. Я не знаю, может быть, вам недостаточно хороших друзей, хороших людей. Вы не можете найти какого-то вашего друга, например, у вас потерялся контакт с кем-то. Вы не можете найти, может быть, коллег по работе, имеется в виду ваших сотрудников, да, которые вам нужны. Вас перестали радовать как-то социальные сети, либо туда просочилась какая-то информация о вас, которая порочит вас, какая-то чрезмерная критика в ваш адрес. По четверке это может быть. Но также, если, например, это не связано с информацией, допустим, у вас есть дети, да, то здесь могут быть какие-то перемены у детей в том плане, что они могут переживать из-за каких-то своих ну, моментов, да, которые в жизни детей происходят. Может быть, вы давно не видели своих детей из-за работы, да, или по каким-то другим причинам. Может быть, вам трудно смириться с тем, что ваши дети уедут на учебу куда-то, либо они, допустим, не поступили, либо проиграли какой-то конкурс, да, потому что 5-й, 11-й дом – это дом какой-то конкурс. В общем, дети могут заставить вас поволноваться в июле каким-то образом, да, а если это вообще не связано с детьми, то это какие-то творческие занятия. Может быть, вы чувствуете творческий голод, вы не можете достигнуть какого-то продвижения в тех занятиях, которыми вы занимаетесь, да. Ну и просто мало общения, недостаток общения, вот здесь это очень чувствуется. Вы можете общаться только с очень близкими кругом людей. Еще один король, посмотрите, это уже король чаш. Здесь очень возможны какие-то тайные отношения. Ну и если брать вот эти две карты вместе, то будьте осторожны, потому что ваши тайные отношения могут быть определены другими людьми, да, они могут понять, и ваши страдания, ваши какие-то переживания могут выйти на суд общественности. Либо вы сами посадили себя в тюрьму какого-то заточения, да, и по карте Хермит, отшельник это тоже очень возможно. Почему так, непонятно. То есть, с одной стороны, здесь вот двое мужчин, но они совершенно разные. Посмотрите, один – это чаши, да, то есть, возможно, это человек, в которого вы влюблены, а пентаклевый король – это человек, который любит вас и предлагает вам что-то, но вы, возможно, ну, еще не знаете, как решиться на этот выбор. А если вы сами мужчина, то вы не знаете, может быть, как вам решить.
больше опираться на какие-то материальные ценности, либо опираться на свои чувства и эмоции. Потому что все-таки вы, стрельцы, наверное, не любите, ну, не всегда, конечно, у каждого свой гороскоп, но не всегда стрельцы действуют только исходя из эмоциональной сферы. Для вас очень важны деньги, финансы, какая-то ваша реализация. Да, интересно здесь получается. Ну что, какие еще здесь могут быть варианты? Если, например, вы женщина, да, то у вас есть может быть официальные отношения, да, и отношения тайного характера, либо вы, может быть, получили какую-то порочащую информацию по четверке мечей о вашем поклоннике, и это, конечно, вас расстраивает. Ну и здесь могут быть двое мужчин одновременно, вы можете встречаться с двумя мужчинами, либо это не ваши мужчины, а, допустим, это какие-то люди, которые... Один человек, допустим, это может быть коллега по работе здесь, это может быть ваш врач, кстати, вы можете как-то найти себе нового врача, нового какого-то человека, который оказывает вам сервисные услуги, в том числе, да, может быть, это психолог. Все-таки кубковый король в 12 доме – это очень сильная позиция, может быть, вы обращаетесь к какому-то психологу, эзотерику, либо вы общаетесь с каким-то человеком, вот как с родственной душой, и в вашей жизни появился такой человек, может быть, друг, здесь опять же неважно, мужчина вы или женщина, кто открывает вам какие-то новые горизонты вашей эмоциональной сферы. Но вы все еще как бы понимаете, что вы, например, не можете уйти от мужа, да, или от того человека, с которым вы встречаетесь, потому что здесь у вас есть хорошая финансовая база, да, это все может быть и в таком ключе тоже. Разные варианты. Может быть, вы, стрельцы, напишите, что у вас происходит в вашей личной жизни или на работе, как это может быть взаимосвязано. Это одна из моих любимых астрологических колод. Это оракул с астрологическими символами. Итак, какой совет можно взять для стрельцов на июль? Такое впечатление действительно, что вы как будто берете паузу. Вы как будто бы берете паузу. Может быть, вам необходима какая-то пауза будет в июле для того, чтобы осознать себя вообще, куда вы идете. Я не думала, конечно, что этот расклад может быть такой, как сказать, глубокий, я бы сказала, даже, да, для стрельцов. Почему-то у меня были совсем другие ожидания относительно эм, вашего знака зодиака. Но, тем не менее, вот посмотрите, шестой сектор, и здесь же король кубков. Это очень сильная позиция. Она говорит о том, что вам нужно заглянуть внутрь себя, вам нужно обратить внимание на свое здоровье. Возможно, ваше здоровье уже... И вы уже находитесь в какой-то зоне риска, потому что вы, ну, чрезмерно много работали в прошлом, либо наоборот, вы очень много сейчас начнете медитировать, у вас откроются какие-то чакры, какие-то способности даже, и вы вообще решите посвятить очень много своего времени духовным практикам. Это очень возможно вот по этим картам. Может быть, вы перейдете на какой-то новый уровень. Бывают люди, которые уже много медитируют, и вот наконец-то они начинают выходить в астрал, они начинают заниматься йогой, допустим, на более высоком уровне. Вы находите какого-то духовного учителя, который дает вам посвящение, да, это тоже вот все это очень возможно для вас, стрельцы. Но при этом, возможно, вам предстоит как бы меньше общаться с другими людьми, да, то есть когда мы переходим на другой уровень сознания, да, когда у нас происходит такое озарение, и мы смотрим на свою жизнь со стороны, мы осознаем, что мы больше не можем вариться вот внутри этих тем, которые каждодневные там, да, и вы вынуждены, оставить какой-то круг общения, может быть, даже закрыть свои социальные сети, перестать выкладывать информацию о себе в интернете, потому что здесь вот и карта отшельника, это вы как отшельник, и у вас будут для этого средства, у вас будет для этого... Вы поймете, что та работа, на которой вы работаете, больше не приносит вам радости, что там все такие вот крокодилы, что все пытаются, как сказать, заработать деньги, может быть, нечестным путем, да, вы тоже были внутри этого, но сейчас вы понимаете, что вы больше не можете продолжать так жить. Вот такой вот интересный расклад выходит, что вы как-то отстраняетесь потому что выбираете другое направление вашей жизни, более глубокое. Карта телец здесь – это тоже вот какая-то самость, какая-то... Карта телец здесь вот сходится с этой картой, да, она говорит о том, что все-таки у вас есть либо финансы, либо вы начинаете оценивать себя по-другому, вы начинаете наконец-то ценить себя, те знания, те умения, те качества вашей личности, которые у вас есть. Может быть, вы прекрасный партнер,
Может быть, вы заботитесь о ваших партнерских отношениях, либо вы наконец-то понимаете, что партнерство важно, любовь вообще важна в вашей жизни, да, и только партнер вот на самом деле тот человек, который действительно поддерживает вас. И э, зачем же вы будете тратить свое время, да, на какие-то социальные сети, на какие-то непонятные контакты, если у вас есть очень хорошая поддержка? Может быть, вы наконец-то оцените, что значит быть мужем или женой, и вы захотите этого, да. Э, Либо вы, наоборот, осознаете, что эти партнерские отношения как бы вам не хватает духовности в этих партнерских отношениях, что вы только на деньгах со своей женой или с мужем сосредоточены, на каких-то накоплениях, и вы внесете туда еще и больше духовности в эти отношения. Вот такой расклад. Я считываю карты, да, как вижу их, как вот они вышли здесь. Я вам и передаю эту информацию, дорогие стрельцы. Я желаю, чтобы у вас все только самое лучшее отсюда сбылось, чтобы вы были очень успешны в июле. Как всегда, успех – это ваше второе «я». И до встречи на моих новых раскладах. Всем пока.